Всем привет, меня зовут Камила, и я приехала из Казахстана. Я приехала сюда в 2021 году, потому что я поступила в высшую школу экономики. И вот с 2021 года, вот с промежутками приезжая в Казахстан, я нахожусь в Перми. То есть 3 года Да, уже в да. Перми находишься. За это время ты уже знала русский язык или ты только приехала и начала его изучать? На самом деле русский язык в Казахстане тоже является официальным языком, и с учетом того, что я живу на севере Казахстана, в Астане, где культура с Россией очень схожа и все очень смешано, то да, русский язык я знаю с детства. Более того, сказать честно, я даже не так хорошо знаю казахский, как русский. Русский я считаю родным. Вообще, для того, чтобы так немного ввести в курс дела, мама у меня русская, папа у меня казах, поэтому у нас достаточно такая соединение этих двух культур, и присутствует такая бинарность, то есть мы празднуем, например, точно так же, как Пасху, мы празднуем Наурыз, это тюркский Новый год. И, наверное, вот в рамках этого праздника и существуют мои самые любимые традиции, наверное, именно традиционная кухня. Я обожаю бешбармак, я обожаю баурсаки, очень все это люблю, даже курт. И сама в Перми готовлю все эти блюда на Наурыз. Вот. А пробовала ли ты пермскую кухню, русскую кухню? Да, конечно же, это все готовилось и у меня в семье, там, борщ в том числе обязательно. Но вот то, с чем я познакомилась именно в Перми, это с шанишками. Признаться, я хочу признаться своей большой любви к шанишкам. Мне кажется, это что-то действительно вкусное. Очень люблю шанишки. Пельмени, они существуют, конечно же, везде, и в Казахстане в том числе. Но, допустим, попробовать действительно вкусные, мне кажется, даже настоящие пельмени мне удалось вот в пельменной номер 2 на Комсомольской. Классное заведение, кстати. Открытием явно для меня стали трамваи. Я и ранее, конечно, на них каталась, но в Казахстане трамваев, насколько я знаю, нет. По крайней мере, в Астане нет. Вот. Что мне очень нравится в Перми, и то, что я на самом деле жду, развитие чего я на самом деле жду вот в Казахстане, это развитие творческих инициатив. То есть мне очень нравится вся творческая культура в Перми, там, начиная от стрит-арта до современного в целом искусства, допустим, в Перми. Главное не путать с самим Пермь. Вот. И да, очень на самом деле жду того, чтобы и в Казахстане в том числе вот этот вот весь такой творческий андеграунд вырос наружу и уже показался, допустим, на мировой арене, потому что в Казахстане это тоже есть. Вот. И приятно оказаться во всей этой тусовке в Перми. Я очень глубоко пустила корни в внеучебку в высшей школе экономики, но помимо этого я преподаю английский язык. Вот. А так, да, собственно, этим и занимаюсь. А сколько языков знаешь, помимо английский, русский, свой родной, наверное, язык? Казахский язык я знаю, признаться, очень плохо. Я его понимаю на слух, потому что всю жизнь он где-то там-то дозвучал, но на самом деле везде. Вот. Но сама я на нем не разговариваю, потому что в моей семье мы разговариваем на русском языке. Вот. Но помимо русского и английского, я на уровне, наверное, интермедиат знаю французский. Это как второй язык на моем факультете. Я учусь на специалиста по межкультурной коммуникации. С Казахстана, на самом деле, я приехала не одна, помимо меня еще много студентов, допустим, в ПГНУ, и в том числе и в Вышке. Вот. И, наверное, что отличает казахов в Перми, так это очень такая сильная сплоченность. В принципе, Казахстан достаточно сплоченный народ и единый, как наверняка каждая нация может о себе так сказать. Но вот что я заметила, так это то, что вот нас это действительно очень сильно отличает. Мне кажется, сохранение этничности тут играет две очень важные роли. Это сохранение, во-первых, коллектива и коллективности, а во-вторых, допустим, переезжая в другие страны, это сохранение индивидуальности. То есть в этом плане это играет очень большую роль. То есть когда ты понимаешь, что где-то там есть свои на тебя очень похожие родные люди, и при этом ты можешь отличаться в другой стране за счет своей этничности. Почему ты решила принимать участие в этом проекте, в проекте «Этнопермь»? Горжусь тем, что я казашка. Люблю Казахстан и на самом деле люблю о нем разговаривать. Еще на первом курсе мы с ребятами из Казахстана принимали участие тоже в мероприятии, когда мы рассказываем о своей культуре, о своей стране.
И вот такая вот была цепочка мероприятий с разных студентов-иностранцев. И вот тогда мне очень сильно понравилось рассказывать про Казахстан, про традиции, про наши блюда и про людей, которые также достигли успеха в Казахстане. И вот действительно такая любовь в стране к своей собственной родине проявляется только тогда, когда ты начнешь по-настоящему по ней скучать.